Добрый человек спас маленького львенка, который едва не погиб из-за безответственного поведения людей. Мужчина выкормил и вырастил маленького хищника, а затем им пришлось надолго расстаться. Мужчина и взрослый лев встретились только через 7 лет, и в этот момент произошло что-то шокирующее. Однажды богатая семья решила завести в качестве домашнего питомца настоящего маленького львенка, однако люди даже понятия не имели, как обращаться и чем кормить совсем еще юного хищника. К счастью, Мейсон узнал об этом детеныше и забрал голодного и очень ослабшего львенка у богачей, после чего отвез его в питомник для диких животных, где парень мог ухаживать за зверьком и даже тренировать его. В тот момент львенок был больше похож на крупного, совершенно беззащитного котенка. Мейсон решил назвать детеныша Киара как героиню мультфильма «Король лев». Самой главной угрозой для жизни Киары в тот момент была проблема с костями. Из-за малоподвижного образа жизни и недостатка физической активности у предыдущих владельцев, львенок практически не мог стоять на своих лапах и сразу падал, как только пытался сделать это. Видя страдания бедняжки, Мейсон взял на себя инициативу вылечить Киару. Он получил все необходимые разрешения и документы для того, чтобы обеспечить ей персональный уход и реабилитацию. Парень стал для львенка практически приемным отцом и с нежностью заботился о маленьком зверьке, который при встрече всегда с радостью обнимал своего наставника. Мейсон кормил питомца, играл с ним и следил за состоянием его здоровья. Мужчина постепенно увеличивал физические нагрузки для животного, чтобы оно смогло не только стоять, но и радостно бегать на своих лапах. Благодаря заботе и уходу Мейсона, Киара восстановила свои силы и здоровье, и ей наконец удалось победить свою страшную болезнь. Шло время, и Киара постепенно превращалась во взрослую львицу, а условия содержания в питомнике были совершенно не предназначены для жизни крупных хищников. Мейсон видел, как у львицы начали проявляться охотничьи инстинкты, и она не раз грозно подкрадывалась к другим обитателям питомника. Киара начала представлять большую опасность для остальных животных и сотрудников парка, поэтому с хищницей нужно было что-то срочно делать. Единственный, кого львица продолжала все так же любить и нежно обнимать, был Мейсон. А парень никак не мог придумать, что же ему делать дальше со своим большим питомцем. Животное невозможно было вернуть в дикую природу, так как она просто не выжила бы там, не смогла бы самостоятельно добывать пропитание. И ни один прайд львов не принял бы чужака к себе. Наконец Мейсон нашел подходящий вариант. Это был заповедник для крупных диких животных в Бразилии, где львицу поселили бы рядом с другими хищниками. Вот только был один существенный минус. Киаре придется жить очень далеко от своего наставника, из-за этого он не сможет навещать своего необычного питомца, и вскоре связь между ними окончательно оборвется. Однако у Мейсона просто не было другого выбора. Вскоре Киара оказалась в своем новом доме. Сначала животное было очень грустным и опустошенным, но постепенно она обрела там новую семью и вновь стала энергичной и красивой львицей. Казалось, хищница навсегда забыла о своем приемном отце, при этом у Мейсона в сердце остались только теплые воспоминания о Киаре, которую он растил с раннего детства. Парень очень хотел навестить свою подопечную, но ему мешали многие обстоятельства. Первые месяцы нельзя было встречаться с Киарой, так как это лишь ухудшило бы ее и без того печальное состояние. Помимо этого, Мейсону нужно было ухаживать за другими дикими животными и работать, чтобы финансово обеспечивать себя и свою семью. Тем не менее, он никогда не оставлял надежду вновь встретить своего большого друга. Через 7 долгих лет у Мейсона наконец появились деньги и время, чтобы отправиться в Бразилию. Парень беспокоился только об одном: узнает ли его Киара через такой большой промежуток времени и позволит ли хотя бы приблизиться к себе. Мейсон добрался до ограждения и направился к львице, сильно переживая о том, что произойдет в ближайшие минуты. Сотрудники заповедника позволили опытному ветеринару зайти в вольер к хищнице, при этом предупредив, что он делает это под свою ответственность. Это было очень опасно, ведь если большая хищница не вспомнит своего бывшего наставника, то их встреча после долгой разлуки могла закончиться очень печально. Киара давно уже находилась рядом с другими львами и все это время жила по их законам. Наконец Мейсон открыл ворота вольера и вошел внутрь, а Киара в этот момент казалась очень нетерпеливой и ходила по своей территории.
Когда парень позвал животное по имени, она ожесточенно начала царапать дверцу вольера. Затем огромная львица бросилась на человека и с легкостью повалила его на землю. Окружающие застыли от ужаса, не понимая того, что Киара просто была очень рада видеть своего спасителя и не могла сдержать эмоции от нахлынувших на нее чувств. Львица, как раньше, с нежностью обняла человека. В этот момент грозный хищник вновь превратился в маленького пушистого котенка, который был безумно рад встретить своего приемного отца. Сотрудники заповедника были просто поражены и не могли поверить в то, что происходило у них перед глазами. Киара все никак не хотела отпускать своего неожиданного гостя, крепко ухватившись за него своими мощными лапами. Это было довольно опасно с учетом острых когтей, клыков и приличного веса хищницы. Однако Мейсон ничуть не беспокоился и с удовольствием отвечал животному взаимностью. Прошло долгих 7 лет, а Киара ничуть не забыла своего спасителя и друга, показав нам, что даже самые большие хищники могут стать преданными и верными друзьями. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.